Всем привет! У меня была запланирована сегодня съемка наших игр, но кони решили иначе. Они вчера укатались в поле до состояния, что с них текло. Поэтому сегодня у нас будет совершенно другая тема. Я думаю, что для большинства людей эта тема даже будет гораздо актуальнее. Давайте сегодня с вами поговорим о том, как сделать разминку более интересной для лошади и для человека, потому что для многие очень люди либо вообще игнорируют разминку, либо относятся к ней очень несерьезно, или наоборот уделяется ей очень много внимания, но при этом им скучно самим и скучно лошади. Как же сделать разминку такую, чтобы это было не скучно, чтобы это было полезно, а не вредно? Итак, я вам расскажу, как вот я обычно, не обычно, но часто разминаю лошадей. Первое, что я могу поделать, это на большом свободном кругу я могу перешагивать через какую-нибудь палочку. Что я при этом имею? Лошадь двигается, она не делает резких поворотов, резких движений, поэтому идет разминка. Для чего вообще нужна очень разминка хорошая? Для того, чтобы лошадь могла хорошо размять суставы. Если у лошади суставы не размяты, значит, любая нагрузка для нее будет во вред. Потому что вместо того, чтобы выработалась суставная жидкость, а суставная жидкость вырабатывается, да ты умничка, суставная жидкость вырабатывается только исключительно во время движения. Поэтому движение должно быть спокойным, последовательным, не резким и очень много двигаться. Вот предложенный вариант обеспечивает хорошую смазку суставов, после которых можно переходить к более серьезным упражнениям. Давай, зайка. Обратите внимание, вместо палочки я использую цветочек. Он, разумеется, при попытке им ударить или что-то еще тут же сломается. Смотрите, как я использую разминку при перехождении через палочки. Я могу положить 2-3 палочки последовательно, могу одну, это не важно. То есть мы говорим именно о том, как это должно работать в целом. Итак, я по широкому свободному кругу, без резких поворотов, шагаю с лошадью через палочку. Таким образом у меня лошадь разминает суставы, не получает ненужной, неправильной нагрузки. При этом, в чем ценность любой палочки на земле, когда лошадь учится через нее перешагивать? Лошадь учится владеть своим телом. Точно так же, как ребенок учится ходить на 2 ногах, лошадь точно так же должна учиться владеть своим телом. Если лошадь не обучать специально и целенаправленно, то ничего не будет. Таким образом, у меня лошадь и разминается, и учится пользоваться своими ногами, учится переставлять их. То есть она понимает, сколько у нее ног, где они находятся, как они работают. Вот смотрите, я сделала 3 круга в одну сторону, 3 круга в другую сторону. Теперь я буду заходить на свою палочку с другой стороны. Таким образом, с каждой стороны я зайду 6 раз. И в сумме у меня будет 12 заходов на эту палочку. Для обучения это прекрасно. И в то же время у меня лошадь уже получит самую первую первоначальную разминку. После того, как он будет отшаган, я позанимаюсь с ним с мячом, и после этого я уже смогу переходить к растяжкам. Часто вижу и слышу, что люди пытаются начинать с растяжек. Ребят, не советую, не рекомендую, потому что все-таки растяжки нужно сделать хотя бы минимум, но на уже разогретую лошадь. Потому что, представьте, что вот вы начнете делать растяжки, пытаться там сесть на шпагат или еще что-то до того, как вы хорошо размялись. Это не будет продуктивно. На сухие холодные мышцы, суставы, сухожилия, связки. Это все будет не на пользу. А когда есть хотя бы минимальная разминка, в эту сторону мы заходим в 3-й раз. Таким образом, смотрите, вот каждый раз заходя по 3 раза в каждую сторону, у меня уже лошадь получает разнообразие в занятиях.
Если я поставлю несколько барьеров или положу несколько палочек, положу палочки последовательно, раздельно и так далее, тут уже схему можно составить очень большую, интересную, хорошую. Я вам это все показываю просто для примера. Вот такой конь. Молодец. Да, хорошо. Так, что-то я не уверена, что мне камера нормально снимает. Ну, уже как есть. Так, хорошо. Сейчас мы еще зайдем один раз. Это будет уже третий раз, и этого будет уже достаточно. Кроме всего прочего, лошадь лишний раз убеждается в том, что будущий барьер это не страшно, это интересно, и это позитивно. Так, сейчас смотрим, идет ли у нас там съемка. Если да, продолжим разминку. Зачем мне нужна палочка? Хочу сразу показать. У нас уже есть немало про это видео, и все же хочу еще раз повторить. С палочкой очень удобно, потому что палочкой, идя у плеча лошади, вы можете контролировать зад лошади. Вы можете попросить подвести зад. Вот. Вы можете попросить лошадь побежать. И вот смотрите, вот сейчас вот очень хороший пример. Он от меня отстал и собирается даже пойти в другую сторону. Я его палочкой. Ага, его палочкой интереснее, игрушечку, да, я знаю. Давай, я его палочкой стараюсь направлять. Давай. Давай. Вот. Естественно, я могу сделать это и рукой, но с палочкой это удобно.